Друзья, привет! Сегодня пополним мой арсенал самодельного инструмента и сделаем ручку 2 в 1, способную резать стекло. Приятного вам просмотра! Не так давно мой отец подарил мне пару вот таких спиц. Это китайский быстрорез и цельно-победитовая спица. Такую используют для гравировки по камню, в частности гранита. Именно она и будет одной из основных деталей нашего инструмента. Но сначала сделаем корпус. Вообще возникла идея сделать инструмент в форме обыкновенной ручки перевертыша. С одной стороны впаяем ту самую спицу, а с другой будет самая обыкновенная шариковая ручка. Для этих целей из латуневого прутка сделаем пару заготовок будущих наконечников, которые будут вкручиваться в корпус инструмента. Как обычно для нарезки резьбы гитару на станке перебирать не стал и воспользовался леркой для резьбы М8 с шагом 1 мм. Сразу сделаем отверстие для пишущей пасты. Сверлим сквозное отверстие 2,5 мм и затем рассверливаем его с постоянной примеркой пасты. Одна заготовка готова. За кадром сделаю еще одну такую же. Далее корпус. Он будет сделан из немагнитной нержавейки. Для начала просверлим отверстие и нарежем резьбу для одного из наконечников. Нержавейка обрабатывается довольно трудно, поэтому тут без смазки никуда. На мечик по той же самой причине наносим алииновую кислоту. Отлично. Теперь можно перевернуть заготовку и просверлить отверстие для пасты. Заодно и уменьшим вес всей конструкции. Не спеша на небольших оборотах добиваемся своей цели. Теперь так же, как и с обратной стороны, нарежем резьбу для наконечника. На этом этапе можно проточить все в сборе. Еще облегчим конструкцию и заодно сделаем проточку под резьбу. Поскольку ручка, как я уже и говорил, будет двухсторонняя, решил колпачок сделать на резьбе. Резьба здесь будет М12 с шагом 1 мм. Вот что у меня получилось на этом этапе. Далее сам колпачок. Он будет выполнен из той же самой нержавейки. Немного выровняем пруток и сделаем отверстие с резьбой. Примерка показала, что все хорошо и можно продолжать. Эту деталь будем обрабатывать на оправке, так как стенка на колпачке в итоге будет тонкая, и ее можно будет запросто смять кулачками. Проточив колпачок до нужного диаметра, делаем на конце небольшое скругление и нарезаем резьбу в торце. После всех этих манипуляций можно наводить красоту. Сначала наждачной бумагой, а затем войлочным кругом. Дорабатываем нашу ручку и будем точить конус. Его угол решил сделать как на ручке доноре, с которой мы вытащили пишущий элемент. Как обычно для этих целей использую свою полуавтоматическую подачу из шуруповерта. Теперь это больше становится похоже на ручку.
конце этого наконечника делаем глухое отверстие для вставки победитовой спицы. Ее будем паять, поэтому отверстие чуть больше диаметром. Теперь примеряем все по месту и отрезаем. Углошлифовальная машина с этой задачей не справилась и сделала на спице только надрезы. Этот сплав достаточно хрупкий, поэтому просто отломим нужный нам кусочек в тисках. Пайку будем проводить твердосплавным припоем на основе серебра. Нагреваем детали и понемногу добавляем припой. Лишнее нам ни к чему. Вставка на мою беду припаялась не очень ровно, и этот косяк будем исправлять моим самодельным приспособлением для станка. Устанавливаем в него алмазный диск и поехали. Таким же самым способом и заточим нашу вставку. Вот такого результата удалось у меня добиться. Я считаю, очень даже неплохо. Остается все это дело только наполировать. Ну и последний штрих нашей конструкции – это винт для клипсы. Его также сделаем из латуни. Клипсу в силу своей лени решил взять все с того же донора. Она, мне кажется, идеально впишется в нашу конструкцию. Для этих же целей и пришлось доработать винт. Соберем этот бутерброд на фиксатор резьбы и доработаем на токарном. Еще немного косметики, и вот такая красота у нас получилась. Устанавливаем пишущий элемент, и наша ручка в сборе. Теперь не придется искать ручку для заметок, так как она будет постоянно под рукой. А острый кончик победита при разметке оставляет четкие и тонкие линии. Таким самодельным инструментом мне как мастеру вдвойне приятнее работать. Кстати, тем, кто не видел видео про самодельный оптический керн, рекомендую. Ссылочку найдете во всплывающей подсказке. Ну и, конечно же, стекло. Полноценный стеклорез это устройство, конечно же, не заменит, но мелочевку порезать можно. Твердость этой вставки позволяет. А на этом у меня все. Ставьте ваши оценки, пишите комментарии и не забывайте подписываться на этот канал. Дальше будет еще интереснее. А с вами был, как всегда, я, Михаил, и это канал Добрый Мастер. Пока-пока.